Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Не виноватая я. Это мне подбросили. Недавно стала просматривать свои запасы лоскуточков и увидела небольшой пакет с тонкими тканями. Даже и не помню, когда и откуда они появились. А может быть, я специально откладывала отдельно все тонкие полупрозрачные ткани, обрезки тюля, фатина и органзы. Для пиццы в качестве верхнего слоя они маловаты. Значит, будем шить, как обычно, прелесть прелестную, красоту красивущую, милоту самую милую и шедевр шедевральный. Ну что сказать, нас хлебом не корми, дай поработать. Для начала все ткани проутюжим и нарежем квадратиками 10 на 10 сантиметров. Даже если где-то у вас будет не совсем ровно, ничего страшного. Все заготовки разложим стопочками и приготовим ткань основы. Вырежем кружок из плотной ткани подходящего размера. Лоскутков у нас не очень много. Диаметр заготовки 40 сантиметров. Лишнее потом отрежем. Наметим серединку. В центр заготовки поместим кусок красивой яркой ткани. Конечно, она потом полностью закроется детальками-уголочками. Но пусть будет красиво. Ведь у нас всегда найдутся любопытные пальчики, которые захотят посмотреть, что же там спрятано внутри. Один из секретов шитья таких ковриков состоит в том, что их надо шить на ровной поверхности, чтобы полотно лежало на одной плоскости с игольной пластиной. Поэтому, если у вас обычная бытовая швейная машинка, обязательно воспользуйтесь приставным столиком. А теперь просматриваем ткани, оцениваем объем работы. Меньше всего у нас темно-бордового цвета. С него и начнем. И сделаем растяжку цвета, более светлые к краям. Каждый квадратик складываем пополам, потом оба конца этого прямоугольника направляем вниз и формируем острый угол в 60 градусов. Мои постоянные зрители наверняка уже знают этот мой способ работы. Так шью уже не первый декоративный коврик. Эти клювики можно сворачивать по-разному, но у меня уже выработалась мышечная память. Руки работают на автомате. Заметила, что если ткани начинаю сворачивать по-другому, то сразу же сбиваюсь. Так что в этом панно решила шить по уже отработанным способам. Шить из таких уголочков можно по-разному. Начинать работу можно с краев, ткани укладывать уголочками наружу и вести работу к центру. Но в этом случае сложно рассчитать размер основы. Ткани может элементарно не хватить, и придется что-то придумывать, чтобы закрыть пустую серединку. Или наоборот, могут остаться лишние детали, которые очень долго будут ждать продолжения. Именно поэтому я шью от центра к краям. Ткани у нас тонкие. Хоть и получается очень много слоев ткани, но швейная машинка справляется с такой толщиной. Поэтому уголочки-клювики мы можем нашивать достаточно плотно друг к другу, делать совсем небольшое расстояние между рядами. От этого все детали топорщатся, и все изделие получается плотное и объемное. Действительно, как серединка хризантемы с плотно сомкнутыми лепестками. Конечно же, чередование цветов вы можете подбирать на свой вкус, исходя из того материала, что у вас есть.
В работу можно включить материал разного качества. У меня были кусочки сетки тюля. Они упругие, не хотят приминаться, топорщатся. Это прекрасно. Тем самым они немного приподнимают другие ткани, придают дополнительный объем и воздушность всему цветку. Так мы шьем, постепенно заполняя всю основу. Конечно, дело пойдет гораздо быстрее, если у вас найдутся помощники. Можно ведь попросить маленьких детей или внуков, чтобы вам помогали, сворачивали уголочки и подавали вам. Надо приучать детей к труду и рукоделию. А то меня всегда удивляют детские поделки в детском саду и школе. Там не детское творчество, а идет соревнование между родителями. Вот вспомните свое детство. Наверняка в вашей памяти есть такие моменты, когда бабушка или мама учили вас чему-то новому и интересному. Или когда вы вместе что-то делали. Ну вот, основа заполнена, лоскутки закончились. Надо отрезать нити, подровнять края, убрать лишнюю ткань. И остается только обработать края косой бейкой. Здесь у нас круг, бейка должна быть именно косая, то есть выкроенная под углом 45 градусов. Подгибаем начало бейки и начинаем ее пришивать на швейной машинке. Когда все прошили, бейку просто отгибаем, отворачиваем на изнаночную сторону, дважды ее подгибаем и пришиваем. Здесь получается очень много слоев ткани. Не каждая машинка с этим справится. Поэтому можно подшить и на руках. Так будет гораздо красивее и аккуратнее. При желании можно пришить петельку и вешать это панно на стенку в виде украшения. А можно сделать задник с застежкой на клапан или на молнию. И получится прелестная декоративная подушка. Я даю вам идею. Шейте, творите. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Вот чем еще хорош этот метод работы. В такие коврики
можно зашить просто невероятное количество ненужной ткани, которой вы не можете найти применение. Некрасивым лоскуткам, сложным в работе тканям, целым местам из старой одежды или той, которую уже никто не носит. Шить легко, а эффект потрясающий. Ну что, девочки, ставьте классы, пишите комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!